Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Coffee Channel. Я продолжаю обозревать для вас лучшие пляжи острова Колан, расположенного на популярном курорте Паттайя. Кстати, недавно на моем канале вышла подробнейшая видеоинструкция по самостоятельным путешествиям на остров Колан. В ней я постарался осветить максимально все аспекты, касающиеся острова Колан. Ознакомиться с данным видео можно по ссылочке выше. А еще лучше не прерывайтесь, в конце фильма, в финальных заставках также будет ссылка на данный фильм. При путешествиях на остров Колан я предпочитаю пользоваться паромом. Стоимость парома всего 30 бат. Отправляется из Паттайя он с пирса Бали-Хай и прибывает либо на пирс Набан, как в нашем случае, либо на пирс Та-Ваен. Добраться до одного из 7 пляжей можно с помощью тук-тука. Это самый бюджетный вариант. Чуть дороже вам станет мотобайк-такси. Ну и также можно арендовать мотобайк на целый день. Цена тут начинается от 200 бат. Таким образом можно объехать все пляжи острова. Сегодня мы отдохнем вместе с вами на маленьком немноголюдном пляже Таяй-Бич. Из-за того, что пляж небольшой, на него не всегда можно добраться с помощью тук-тука. И соответственно мы выбрали вариант мотобайк-такси. Стоимость мотобайк-такси от пирса Набан до пляжа Таяй-Бич составляет 40 бат. Мы прибыли на пляж Таяй-Бич. Спуск к нему от авто- и мотостоянки осуществляется по вот такой вот крутой дорожке и живописной. Здесь сразу же прекрасные места для фотосессий. Уже отсюда видно, какая лазурная водичка. Пляж Таяй совсем небольшой. Протяженность пляжной полосы составляет, думаю, не более 200 метров. Вы все видите прекрасно перед собой на экране. Как правило, на нем не бывает много туристов. Он такой тихий и уединенный. Однако здесь нет инфраструктуры водных развлечений. Имеется только кафешечка. Ну и, естественно, лежаки-зонтики. Если вы любитель всяких катаний на банане, скутере, параплане и еже с ними, то вам здесь будет, наверное, скучновато. Вместе с тем здесь присутствует прекрасное развлечение в виде снорклинга. Тут уже есть что посмотреть, особенно по бокам пляжа. Имеются живописные скалы, кораллы, рыбки, морские ежи. С последними надо быть предельно аккуратными. Поэтому для туристов с детьми я рекомендую купаться в центральной части пляжа. Здесь заход такой более песчаный, пологий и безопасный. Ну и давайте немного пройдемся по ценам. Сразу скажу, что пляж Таяй дешевым не назовешь. Это такое более эксклюзивное место. Ну, разные кушания мы не будем рассматривать ввиду большого меню. Напитки, смотрите, это всегда индикатор. Пиво Чанг большое 120 бат. Смузи тоже 120 бат. Это, наверное, максимальная цена на острове Колан. Также скажу про лежаки. Они здесь по 100 бат и вариантов никаких нет. Так что и здесь у нас цена максимальная. Принимая во внимание то, что сюда еще зачастую не доедешь на тук-туке и приходится брать мотобайк-такси. Исходя из всего вышесказанного, получается, наверное, один из самых дорогих пляжей. Погода начинает портиться, и пока не пошел дождик, предлагаю посетить еще одну живописную локацию, расположенную на
дальней оконечности пляжа от входа. Проход к этому месту идет через заросли кактусов, поэтому прошу, дорогие друзья, проходите осторожно. Также желательно, наверное, на всякий случай быть в обуви, хотя пока мы видим, что тропинка такая песчаная. Пройти совсем недалеко, метров 30-40, и вы выходите на небольшой дикий пляж. Здесь у нас колоритные скалы. Многие любят здесь фотографироваться. В принципе, можно и покупаться. Совсем недалеко от берега мы видим остров Сак, у которого пришвартованы паромы. Но если пройти чуть дальше, то как раз таки там и можно искупаться. К сожалению, я смотрю, здесь все довольно-таки замусорено. Последний раз, когда я здесь был несколько лет назад, все представляло из себя еще более приятное зрелище. Но тем не менее, если от всего этого абстрагироваться, смотрите. Ну, место, согласитесь, вполне себе. И покупаться, и пофотографироваться. Главное принять нужный ракурс, чтобы не было видно весь этот мусор. И, в общем-то, место такое довольно живописное. Это, считаю, тоже плюс и маленькая фишечка данного пляжа. Кстати, расположиться на лежаках можно не только непосредственно на пляжной полосе, но и на такой вот симпатичной террасе, где также стоят и столики с креслами. То есть можно взять что-то в кафе и здесь посидеть. Кстати, лежаки здесь несколько более комфортные. Как вы заметили, на лежаках на пляже отсутствуют матрасы. У меня с собой полотенце из отеля. Ну, это как-то выручает, но в целом, конечно, комфорт немножко не тот. Здесь лежаки такие более мягонькие. Ну и забыл вам упомянуть, это, наверное, единственный пляж на острове, в котором не берет мобильный интернет местный. Так что здесь вы будете отрезаны от цивилизации. Что, не знаю, плюс или минус. Друзья, солнышко сегодня, похоже, мы уже не дождемся, поэтому перейдем к нашим традиционным оценкам. Сначала оценим берег. Благодаря прекрасной пляжной полосе, белому песку, живописной обстановке, скалы у нас как с одной стороны очень красивые, так и с другой. Масса мест для фотосессий. Из всего сказанного можно поставить твердые 4 звезды за берег. Касаемо плотности отдыхающих, здесь я поставлю 3 звезды из 5. Не смотрите на наблюдающуюся сейчас картину. В разгар дня, когда было солнышко, здесь было гораздо многолюднее. И даже это было не только количество отдыхающих, сколько людей, приезжающих сюда пофотографироваться на фотосессии. Множество местного населения. Ну, собственно, мы сейчас видим, вот они здесь кучкуются со смартфонами. И обычно вот в этой части пляжа, кстати, надо будет напоследок туда еще нам прогуляться с вами, много людей фотографируются, и создается все-таки большое количество присутствующих. Поэтому только 3 звезды. Что касаемо воды, к воде у нас никаких претензий нет. Только единственное, хочу уточнить, что заход здесь не такой пологий, если вы будете купаться в прилив. Сейчас вот как раз у нас наблюдается прилив, и расстояние до глубины по шейку, наверное, где-то метров 10. Ну, вот, собственно говоря, где я и стою. К чистоте воды претензий никаких нет. На глубине по шейку все прекрасно видно, и я думаю, будет видно и еще глубже. Никакого особо мусора не плавает. Ну, иногда, конечно, отдельные какие-то эпизоды бывают, но от этого никуда не уйдешь, потому что все-таки место довольно-таки густонаселенное. Исходя из сказанного, поставим за воду 4 звезды.
Ну и сейчас напоследок прогуляемся с вами еще вот к этим замечательным скалам. Итак, мы переместились на еще одну живописную локацию в другой оконечности пляжа. Здесь все вот так вот красивенько, причем даже и без каких-то помоек, что наблюдалось на другой стороне. Можно поплавать с масочкой, сделать фотографии на фоне колоритных скал. Так что тоже место такое неплохое. На этом мой обзор буду завершать. Напоминаю уважаемым зрителям, что последний паром отходит с пирса Та-Воен в 17 часов, а с пирса на Бан в 18 часов. Пожалуйста, не опаздывайте. Хорошего вам отдыха. И если фильм вам понравился, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Каждый четверг у меня премьера нового фильма. Пишите комментарии, пересылайте ссылку друзьям и знакомым. Огромное спасибо всем за просмотр и до встречи в следующих видео.